Друзья, приветствую всех на моем канале. Хочу немножечко связать видео, как вы пишете, многие бессмысленные в последнее время. Но знаете что, бессмысленного ничего не бывает, я бы их не выпускал бы. От тех, кто не понимает. Но, ребят, смотрите все и собирайте до кучи. Сейчас я попробую немножечко вам это все помочь сделать. Смотрите, если я одним махом выпущу видео и расскажу в нем, что я вообще думаю, то я думаю, что каналу вскоре придет конец или бан. Понимаете? Поэтому все будем как-то вот так потихонечку. Я вам хочу сказать, что я выпустил несколько дней назад, как я периодически выпускаю, это мое видео. Вот, просто пару слов послушайте, здесь 600 просмотров, здесь пару дней, это не реклама, просто о чем я говорю, чтобы не повторяться. Буквально несколько слов. Я стал понимать, что солнце поменяло цвет, но чтобы вот настолько буквально синие переливы с какими-то красными, а ночью под утро просто ярко-оранжевый цвет неба, его не было никогда. Может, он когда-то и бывал от восходов и закатов, но это не те восходы и закаты, это ночь. Да, ребят, это не те восходы и закаты. Значит, смотрите, что происходит. Я к чему говорил. Я заметил, да, многие заметили, пишут. У нас, оказывается, 7 марта 2022 года в 15:36 был запущен андроидный коллайдер. Помните, я говорил, что в ушах пищит, там то, все, люди, там все эти видео на моем канале еще есть некоторые. Некоторые я удалял из-за того, что там было написано там много гадостей, знаете. Если видео провоцирует на такое количество гадостей и глупостей, лучше его удалить, дабы не держать этот рассадник. А видео можно сделать другое. То есть я не люблю размножать, умножать негативы. Только за позитив, друзья. Смотрите, что произошло. 7 марта 2002 года нам запустили коллайдер. Знаете, что такое коллайдер, не? Это якобы. Там разгоняет там частицу, которая там якобы. Я, короче, вообще не в теме этого рассказа. Это рассказ, знаете, для кого? Для тех, кто просто вообще не интересовался никогда в жизни этим. Но делают и делают. Я тоже, может, к многому так отношусь. Смотрите. Значит, ЦЕРН, видите, запустил у нас. И об этом сообщает кто? Space.com. Ох, как это все вместе буквально, да, рядышком. ЦЕРН. Давайте прочтем, что такое ЦЕРН. ЦЕРН — это Европейская организация по ядерным исследованиям, друзья. А мне постоянно, знаете, вот есть там ясновидящие, они там что-то ясно видят, а я вот ясно думаю, знаете, думаю, что вот это вот меня постоянно вот тревожит. Но оно меня тревожит и все, понимаете. И как-то вот и Линды этот клип я выпустил, не просто так, друзья. Вот. Так вот, это ЦЕРН, европейская организация, великая, развеликая, потому что она на самом деле там с какого-то, сейчас мы посмотрим, там с какого-то 54-го года, по-моему, не знаю. Это не столь важно, я вообще не хочу говорить, кто там, что. Я просто хочу вам сказать, тех, кто к нам относится, то есть граждан моей страны. Если кто смотрит с других стран, слушайте. Это и вас, может быть, касается, может быть и нет. Я интересуюсь только нашей страной, пока, извините. Смотрите, Украина в 2013 году также начала процесс вступления в ЦЕРН. И то есть все, кто вступает в этот ЦЕРН, платят налоги. И, соответственно, участвуют каким-либо образом в этом. Каким-либо образом я знаю, но озвучивать это не хочу, потому что это не тайна, но YouTube не любит эту информацию. Вот. Поэтому здесь все написано. Кстати, чтобы никто не сомневался, вот видите, это все Википедия, то есть это мне дают знать и читать. Так вот я знаю, читаю. Только читаю, вот знаете, там по между строк бывает. А бывает на ссылки перехожу. Вот смотрите. У нас, получается, созданный ЦЕРН в 1061 году, да,
по стандартам какой-то ядерной электроники, да. И он тут, знаете ли, предложил в стенах ЦЕРН всемирную паутину. А что у нас всемирная паутина? А всемирная паутина, изобретатели, не буду их имена произносить, не хочу просто, они для меня не важны. Что они придумали? Технологии, смотрите какие. HTTP, URL, HTTP-ML и так далее. То есть всемирная паутина, ЦЕРН, да, там вступление, ребят. Сейчас я вам еще кое-что скажу. Смотрите, это одна сторона, вот та, которую вам дают прочесть. Вот вы прочли, такие все знаете и думаете, да, там частицу разгоняют, там все скидываются, частицу разгоняют, ох, крутяк. Вы, ну вот, немножечко уберите занавес. Здесь с этого ЦЕРНа вообще вся паутина, я так понимаю, вышла. И вот этот 2.0 веб и что у нас там, микроформаты, то есть все, что касаемо там разрабатывается, я так понимаю, искусственный интеллект или что, ну как бы, это я так себе думаю, я вообще только что этого нигде не прочел, так сделаю заметочку, это мои мысли, что он оттуда вышел. Смотрите, ЦЕРН, другая сторона медали, это портал. Это портал, и об этом знают, знаете, сколько лет, 10 уже люди. Нет, оговорился, сколько у нас эти коллайдеры, лет, наверное, менее 10, ну, 6-8, может. Не, ну, интересуйтесь, я не хочу. Мне достаточно, что они давно. Смотрите дальше. Получается, когда открывается, искажается время и пространство, открывается портал, во-первых, в мире начинает все, ну, как бы идти не по плану, и время меняется. То есть, смотрите, канал 13 часов в сутках, он мне, в принципе, я с ним никогда не общался, просто послушал его, парень правильно мыслит. Если зайдете к нему, я ему рекламу не делал, просто привет передайте, что он там в правильном направлении думает. Время сократилось, и всех, кто пытается что-то успеть, ничего вы уже не успеете. Вычеркивайте некоторые дела, и у вас немножечко жизнь станет полегче. Смотрите. Эти ученые в полном смысле слова собираются воскрешать ДНК с помощью этих современных технологий. Они, например, владеют ДНК Немрода. ДНК привезена из Ирака. На повестке дня у них стоит воскрешение этой ДНК. Вот. Значит, в Ираке была война, значит, смотрите, во-первых, я себе закинул, я восстановил немного качества и закинул себе на запасной канал. Кому интересен мой запасной канал, можете зайти, чтобы не растеряться на просторах, когда у меня забанят очередной канал, вот этот основной. Вот. Дальше смотрим. То есть они в Ираке, я даже не буду говорить кто, вы все знаете, кто в Ираке устроил там войны. Они в Ираке устроили войны, короче, разрушили там музеи, там повскрывали там золотые запасы, но ничего оттуда этого такого не брали. Они брали, знаете что? Смотрите. Кстати, это единственное место в мире, где хранилась последняя ДНК от кого? И затем воссоздание тела через 3D биопринтер. Мы здесь говорим не о клонировании, мы говорим о размножении и впоследствии печати ДНК. Эти технологии уже есть. Это все доступная информация, которую можно найти в научных источниках. То есть я видео прерываю, потому что если я сейчас начну здесь вот это вот, оно проиграет у меня, то скорее всего ко мне придерется YouTube. Но я еще и хочу объяснить немножечко, что они взяли последнее нечто, сейчас вы узнаете что, и оттуда вот это ДНК, и они вот пытаются сейчас это все как бы поняли, кляксы. Я самый первый день подумал, подожди, что там кляксы, что там, и потом на основе вот этого, то, что я раньше знал, а многие вот этого не знали, но их, соответственно, связать не могут. И я думаю, подожди, как будет возрождение, как будет вхождение, если Творец поставил некую границу, которую мы себе не знаем, ну так предполагаем, но она там слишком сильна, чтобы те сюда пришли.
То есть адронный коллайдер, ребята, открывает эту дыромаху, откуда эта вся дрянь посыпется. Это раз. А встречать их уже будут здесь, знаете кто? Друзья, которым ввели то же самое с помощью разноцветных школьных клякс. Вы же понимаете, да? Ну и все. Продолжаем. Это просто ошеломляющая информация. Я хотел бы задать вам вопрос в этой связи. Вот для этого 3D принтера им нужна ДНК предков, нужна оригинальная ДНК. Откуда они узнают, какая последовательность ДНК была у Немрода? Это ДНК предков или это сохраненная ДНК? Это как раз и послужило причиной для нашего вторжения в Ирак. Вот, они влетели в эти музеи, там разорвали все, короче, но искали они конкретно кое-что. Ссылочку на это видео. А зачем вам ссылочка? Зайдете на мой запасной канал и там посмотрите. Это видео Галины Царевой я восстановил. То есть оно было такое квадратненькое, то есть было сложновато смотреть. Здесь немного мной восстановлено и звук, и ну, неважно. Но и ДНК их фараонов, их богов, которые они собираются воскрешать с помощью аппаратуры МРТ и 3D принтеров. И это все объясняется существующими технологиями. Вы помните, кстати, о том, что у иллюминатов есть карточная игра. И в этой колоде есть одна карта под названием «Голова в колбе». Там Вот, друзья, вот зачем пришли в Ирак. И Галина Царева об этом уже давным-давно рассказала, а я давным-давно знал. И поэтому, знаете, как ты когда знаешь, можешь общаться обрывками с теми знающими. А когда ты людям рассказываешь, которые не в теме, они смотрят и думают, ну, ты невменяемый просто. Раньше ты был еще такой себе, да, сейчас ты невменяемый. Ну, я теперь понимаю, да, когда слушать обрывками. Вот то же самое примерно, так я хоть комментирую. Ну, потому что я же говорю, если я начну сейчас одним махом показывать это видео, ничего не получится. Или получится, но не так. Тогда зайдите его, посмотрите, и тогда я не смогу связать всю эту погоду, изменения и все это сокращение во времени суток, понимаете, то есть вот такой формат сегодня, посмотрим, понравится, пишите, нравится такой формат, давай дальше, все, буду дальше так. изображена голова в контейнере с жидкостью, в окружении каких-то технических приспособлений. Эти карты ведь уже давно выпущены, несколько десятков лет назад, и уже многое, что изображено на этих картах, сбылось. Атака 11 сентября, атака на Пентагон и многие другие. О, вот это он лишнее сказал, ну ладно. Это не я сказал. Теперь, когда мы обсуждаем голову Немрода в контейнере, начинаешь понимать, что эта карта может означать. Цифровая ДНК, проходящая через портал, передаваемая или транслируемая через облачную технологию с использованием секвентора, устройства секвенирующей ДНК. Это тот же самый процесс. Воскрешение происходит путем секвенирования ДНК. Вот. И чтобы не было ко мне претензий, что там чуть что присваиваю, я восстановил и тут написал, что это Галина Царева, и автор, и режиссер, и еще тут подписал, что это мной восстановлено. И вот тут оригинал видео тоже, ребят, так что можете сказать спасибо, докопаться нечего. Посмотрите, или у Царевой квадратик, или у меня тут чуть получше будет. Потому что у Царевой уже 10 лет там смотрят, или сколько, 6, не знаю. Вот такие, ребят, друзья, значит, смотрите, как все, да, уникально. Изменение погоды, все остальное, там срочный запуск очередной вот этой вот фигни круглой. И все они, оказывается, эту сеть создали. Вот такие вот пироги, ребят, бывают. Это я так малесенько зачерпнул. Можете себе представить, я понимаю вообще, что происходит. Я обещал вам в том видео, предыдущем, я помню, каком-то буквально вот недавнешнем, что я вам расскажу, что будет после подключения к метавселенной. Тоже вот YouTube не любит вот это слово. А если я скажу шматрица, и именно скажу правильно, он вообще проверит все, каждое мое слово, это точно говорю, потому что некоторые видео слетают. И он их не банит, он их не монетизирует, ругается и не распространяет. Вот так вот. А вся их монетизация, что вы знали себе, за полгода на микрофон не хватит. Ну так, я просто к тому, что я монетизирую, там это просто, знаете, как для поддержания какого-то стимула. Но стимул потух после того, как я через месяц узнал, сколько заработал. $16, которые получу, когда будет 100.
100, может, и никогда не будет на этом канале. Поэтому так вот, ребята, работаем просто из энтузиазма, никаких там подкрепленных карт. Может, в будущем, когда-то, там, если, но смотрите, на сегодняшний день по факту, фактически, этого нет и не происходит, и не будет. Я не прошу никаких денег, и когда насчет них разговариваю, это ни в коем случае никакой не намек на то, чтобы что-то дали. Когда что-то дали, что-то просят, понимаете, и что-то прося выкладывают туда, куда это перевести. Посмотрите, у меня там все чистенько, как говорится, мы чистенькие. Вот, так что мы просто это делаем все для людей. Люди, просто вы должны понимать, что помимо того, что вот это намалевано вот здесь, я ж на заборе это все могу расписать, забора просто не хватит, понимаете. Вот. А то, что там вот за словами вот этой всемирной паутины, допустим, да, друзья, давайте думать внимательно, анализировать, относиться к сказанному мной по-людски, по-человечески. А если что-то не налазит на голову, я всегда говорю, шапка какая-то, да, не натягивайте ее. Голова лопнет, ребят. Я вам точно говорю, проверено на многих. И тянули, не натянули. Вот такие вот, ребята, истории. Смотрите дальше, если вам интересно. Пишите обязательно в комментариях насчет этого. Я вам еще много-много свяжу. Ну, и я как-то опять ушел уже, по-моему, в 3-й раз от того, что обещал. В Таиланде подключают любителей метавселенных именно к ней. Пожалуйста, заходите в пунктах клексования, вас встретят, то есть все нормально. Что потом с телами, я вам говорил, расскажу, я вам вкратце скажу, они не нужны будут больше здесь, в реальности. Это буквально скоро. Вы ж не верили, что будут там какие-то метавселенные, там не верили, вот чушь, да, вот чушь. Так вот, она уже работает. Да, видео видели на днях или вчера, я скидывал, потом удалил его. Я не знаю, где оно, на запасном на канале, может быть, скорее всего, вот на этом. Сейчас я гляну. Мой канал, какой-то канал, непонятно какой канал. Нет, не знаю. Но вот еще одну девушку я с телеграм-канала скинул. Это тут, видите, весь мир загоняют в загон. А потом я еще поскидывал с Китая. Вот тут продолжение у нас что? У нас тут продолжение стройки. Поставим класс своему видео. Так, а здесь у нас людей, ну, содержат. Что ж, люди согласились. Те ребят, кто согласен, вот так жить и будут. Но если будет большинство согласно, будут жить так все. Значит, друзья, что я могу сказать? На связи. Для тех, кто думает, сейчас очень много было информации. Для тех, кто думать не хочет, я разжевывать не стану. Потому что нет на это времени. Попытайтесь посмотреть мои предыдущие ролики. Потому что времени на все это не хватает. Я не живу с этого, я этим не живу. Но с людьми хочу делиться. Значит, ребят, я с вами поделился, думайте. Мне кажется, довольно достаточно информации.